Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, посвященную обзорам моих старых масштабных моделей. И сегодня я вам покажу интересный советский лимузин ЗИЛ-41051 в масштабе 1 к 43 от Deep Models. Эта модель вышла в рамках серии «Гараж особого назначения» и появилась в продаже в 2013 году. Модель давно снята с производства, и эту машину можно смело назвать большим раритетом. Она редко встречается в продаже, на вторичном рынке цена на это изделие значительно варьируется от 10 до 50 тысяч рублей. И в одном месте я видел, эту модель продавали за 19 500, во втором магазине за нее просили 25 тысяч. И, конечно, это завышенная цена, изделие не стоит этой суммы, и любой здравомыслящий человек вряд ли купит ее за эти деньги в свою коллекцию. Хотя, если вам нужна эта модель, вас ничто не остановит. И изначально я не планировал этот лимузин к приобретению и взял, чтобы заполнить пробел отсутствующего автомобиля, так как у меня до этого были собраны все ЗИЛы 41-го семейства из серии «Гараж особого назначения». Так что тоже пришлось раскошелиться, немножко переплатил за этот автомобиль, но во всяком случае теперь я могу вздохнуть свободно, мне не нужно искать больше лимузинов в коллекцию, потому что Deep как-то прекратил выпуск серии ЗИЛ. И у Deep сейчас есть серия лимузинов марки Aurus, но эти современные машины для меня не представляют особого интереса, не очень нравится прототип, и у этих автомобилей нету того величия, как у лимузинов марки ЗИЛ. И очень жаль, что данная марка автомобиля канула в лету. И здесь представлено второе поколение, и обычный автомобиль нес индекс ЗИЛ-41045. Бронированная версия была ЗИЛ-41051. И первое поколение имело индекс ЗИЛ-4104, броневик именовался ЗИЛ-4105. У Дипа представлен автомобиль в обычной версии, без бронированных окон. И этот лимузин я вам уже показывал в детальном видеообзоре. Кто не видел, покажу ее еще раз мельком в этом видеоролике. И в плане дизайна мне этот автомобиль нравится больше. Здесь машина выглядит наряднее из-за обилия хрома, хромированные пороги, окантовка на колесах, зеркала. И у этого автомобиля мне больше нравится оформление передней части. Здесь как-то машина выглядит немножко тяжеловесной. Хотя корпус и задние фонари у двух автомобилей абсолютно идентичны. И также на более ранней модификации другие колесные диски на покрышках нарисовали white-wall. И самое последнее, третье поколение, которое завершило серию лимузинов ЗИЛ 41-го семейства, это модификация 41047 и бронированная версия 41052. Тоже отличная модель от Deep Models, и в плане дизайна это самый гармоничный лимузин. Здесь очень красивая передняя часть, и также хорошо смотрятся задние фонари. Модели тоже друг от друга немножко отличаются. На последнем лимузине лучше получилось передать образ бронированного остекления. Стеклышки с зеленоватым оттенком и чуть более толстая рамка двери. И по сравнению с этим лимузином модификация 41051 выглядит, как будто это обычная небронированная версия. И ЗИЛ-41052, по-моему, я вам не показывал. Сделаю на эту модель детальный видеообзор. И я думаю, впоследствии я также сделаю сравнительный видеоролик. Мы поставим рядом все лимузины и посмотрим, чем они друг от друга отличаются. И последняя модель, которую я мельком вам покажу, это ЗИЛ-41072 Скорпион. Машина сопровождения, тоже довольно интересный, уникальный автомобиль. Здесь установлены мигалки, сдвижной люк, другое оформление салона, поручни на крыше и также подножки. И на переднем бампере здесь есть светосигнальные маячки. И такая модель тоже редко, но встречается в открытой продаже. Можете поискать ее на аукционах или на других торговых площадках. Ну, давайте вернемся к ЗИЛу 41051. Здесь точно такая же коробочка, как и у других моделей из этой серии, довольно тяжелая, и если вы берете ее в руки, то кажется, как будто модель сделана из металла. Но на самом деле это просто тяжелая подставка. Картонка здесь выполнена в черном цвете, есть логотипы, написано 90 лет, гаражу особого назначения, также есть два герба. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая
которая касается производителя Deep Models. Естественно, эти модели изготовлены в Китае. Есть наклейка с артикулом модели, по которому можно найти ее в интернете, и указан прототип ZIL-41051. И такую модель также выпускал издательский дом Де Агостини в серии «Автолегенда СССР», но, конечно, качество исполнения той модели не дотягивало до уровня Дипа, и там очень много огрехов в плане передачи образа прототипа, заниженная оконная линия, и, конечно, сюда можно отнести еще модель ручной работы от AS Scale Models, но там совершенно редкий образец, который был выпущен что-то вроде 10 экземпляров, и та модель сделана на формах старого агатовского изделия, у которого открывались дверцы, капот, крышка багажника. Правда, на модели ручной работы эти элементы были сделаны глухими. Здесь вполне хорошая покраска, правда, на лакокрасочном покрытии встречаются потертости, видимо, они появились при полировке. Отлично проработан салон, если вы посмотрите, здесь все окрашено, и панели приборов, и дверные карты, и сиденья, также есть фактура на полу. На задней стойке здесь установили небольшие шильдики из фототравления. Хорошее качество хрома, но вид портят дверные ручки и личинки замков. И здесь их просто обозначили серебристой краской. Это экономия. Можно было на крайний случай сделать их из фототравления или в лучшем варианте сделать их в хроме, как задние и передние бампера и декоративные молдинги. Но что есть, то есть. Пока что лучшего исполнения в 43-м масштабе все равно мы не видим. На крыше установили небольшую антенку. Хорошо сделана решетка радиатора и противотуманные фары. Отлично смотрится светотехника, но дизайн фар на настоящем автомобиле мне не очень нравится. И также здесь установили микроскопические стеклоочистители, которые сложно рассмотреть. И не советую протирать эту модель тряпкой, потому что вы можете их ненароком отломать, и они просто затеряются в неизвестном направлении. Также здесь габаритные огни на передних и задних крыльях сделаны в виде отдельных прозрачных элементов. Очень хорошо изготовлены колесные диски, хромированные колпаки. Также есть черная окантовка и надпись ZIL, которая хорошо читается. И покрышки здесь вполне нормальные, правда, ходили слухи, что это резина от ZIS-110, и на данных лимузинах должен быть немножко другой протектор. Настоящие машины я вживую не видел, поэтому затрудняюсь ответить. Кто из вас знает, напишите точнее в комментариях. Также очень хорошо сделано оформление задней части. Обозначили поворотники, огни заднего хода, на крышке багажника установили значок из фототравления, и также шильдик с модификацией автомобиля. Вместо номерных знаков здесь просто наклеили таблички с надписью «90 лет гону». Конечно, лучше бы было сделать настоящие номера, ведь каждый автомобиль из этой серии был закреплен за определенным человеком. Но здесь почему-то сделали тоже такую унификацию. И, по-моему, на одной модели из этой серии не было подобных табличек. Это был ZIL-111, который также в плане проработки немножко отличался от более современных изделий. И ту модель я не брал в свою коллекцию, но думаю, стоит ее тоже купить для полноты, потому что ZIL-111 вряд ли кто-то сделает в лучшем варианте исполнения. И также здесь на подставке сделали бумажную подложку, которая имитирует брусчатку. В целом это вполне хороший автомобиль. Еще один момент, который я хотел вам показать, это то, что если вы посмотрите на боковину автомобиля, складывается такое ощущение, как будто здесь немножко изогнутое днище. Возможно, это оптический обман, возможно, это просто не совсем правильная литьевая форма, но посмотрел на фотографиях у всех масштабных моделей, точно такое же
изогнутое днище. А на других лимузинах такого не замечается. Если вы посмотрите на модификацию 41052, там нету такого искривления. Ну, вот тоже, что есть, то есть. И, в принципе, придираться к этому не стоит, потому что, повторюсь, кроме Дипа, такой ЗИЛ пока что в лучшем исполнении больше другой никто не выпустил. И пишите ваши комментарии, есть ли в ваших коллекциях автомобили из серии «Гараж» особого назначения, в каком варианте исполнения, когда вы их покупали и за сколько. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются самые разнообразные видеоролики. А на сегодня это все, до новых встреч, пока.